Друзья, добрый день! Предлагаю сегодня приготовить суп из свежей крапивы. В Армении сезон крапивы начинается в конце марта. В это время она очень нежная, ароматная и упругая. А помня о том, какая она полезная, обязательно нужно ее собирать и готовить различные блюда. Замачиваю крапиву на 10-15 минут в холодной соленой воде, для того, чтобы избавиться от насекомых, если они там есть. Этот суп я буду варить на воде. Для него мне понадобится картофель, чеснок, лук. Из зелени беру, естественно, крапиву. Также мне нужен будет пучок шпината, пучок зеленого лука и немного укропа. Всю зелень обязательно хорошо промываю. Надеваю перчатки, чтобы крапива не ужалила, и начинаю все измельчать. Режу достаточно крупно, так как суп этот из зелени, и зелень в нем должна чувствоваться. Хоть я и нарезаю все на одной доске, но зелень между собой не перемешиваю, так как она в разное время пойдет в суп. Лук-шалот нарезаю кубиком. Лучше взять или лук-шалот, или белый лук, не очень острый. Один зубчик чеснока мелко измельчаю, а второй нарезаю пластинками. Он понадобится для подачи. Картофель для этого супа я беру молодой, так как сам суп весенний, и в нем уже хочется, конечно, свежих овощей. Готовить буду на сливочном масле. Оно придаст супу дополнительную нежность и бархатистость. Но, конечно, можно приготовить и на растительном. Тогда лучше взять оливковое. Забрасываю лук, шалот и чеснок и обжариваю совсем недолго, даже не обжариваю, а тушу. Буквально несколько минут обязательно перемешиваю. Затем добавляю зеленый лук, прогреваю еще пару минут, затем картофель. Опять же все время перемешиваю, чтобы ничего не пригорело. И заливаю водой. Готовлю я в большой 7-литровой кастрюле, но воды заливаю примерно 4 литра, так как зелени потом добавлять буду много, и хоть она в конце и уменьшится, вначале ей нужен большой объем. Когда картофель практически сварится, добавляю крапиву. Погружаю ее полностью в воду, варить буду минут 5-7. Солю суп на этом этапе. Когда стебельки крапивы будут практически готовы, то забрасываю шпинат. Варю еще буквально 2-3 минуты на небольшом огне. В конце добавляю укроп и выключаю. Посмотрите, какой красивый цвет у этого супа. Он очень ароматный, вкусный, а главное полезный. Настоящий весенний суп. Подаю его со сметаной, посыпаю красным острым перцем. Я люблю острое, поэтому добавляю много. Также добавляю пару пластинок чеснока. Украшаю тарелку веточкой свежей крапивы. Спасибо вам за просмотр. Желаю хорошего дня, хорошей погоды и вкусной еды.